Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. 22 декабря 2021 года на этом канале вышло видео о чудо-эликсире для пышного цветения орхидей. Я рассказывала об орхидее New Stripes с 4 цветоносами, 24 бутонами и морем корней. Если вдруг вы не видели это видео, пройдите в плейлист «Фаленопсис и вопросы по уходу» и найдите в нем видео, которое называется «Чудо-эликсир». Кроме того, ссылки на все видео, о которых я буду говорить в этом ролике, я оставлю в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним. Видео с, казалось бы, таким простым и давно забытым рецептом вызвало огромный интерес у зрителей. И, конечно же, в комментариях начались разного рода вопросы. В сегодняшнем видео я отвечу на все эти вопросы, покажу вам конечный результат распуска фаленопсиса New Stripes на свои 24 великолепных цветка. И раскрою секреты своего пышного, грандиозного цветения фаленопсисов в этом сезоне. Фаленопсис New Stripes или новые полосы в моем уходе с мая 2019 года. Уже 2 года и 8 месяцев. Это фаленопсис азиатских гроуверов или из азиатских теплиц, а точнее из теплиц Тайваня. Очень красивое растение с необыкновенным цветением. Все прежние цветения этого фаленопсиса вы можете посмотреть в предыдущем видео об этом сорте. В этом видео мы будем говорить об этом цветении и о том, что я делала, чтобы получить такое цветение. Но прежде чем я начну отвечать на вопросы, я напомню вам состав того самого чудо-эликсира. Друзья, это обыкновенная вода с медом. Главными вопросами в комментариях были: какая вода и какой мед. Вода может быть любой. В моем случае это обыкновенная теплая кипяченая вода. В вашем случае это может быть дождевая вода, талая вода или вода из-под фильтра, в том числе и из-под фильтра обратного осмоса. Главным ингредиентом или главной составляющей этого чудо-эликсира является, конечно же, мед. И вот от качества этого меда, конечно же, зависит то, каким образом этот чудо-эликсир будет воздействовать на ваши орхидеи. Всем известно, что мед является богатым источником витаминов и минералов. Он содержит все витамины группы В, К, Е, С и провитамин А. Так как витамины находятся в соединении с природными минеральными солями и биогенными аминами, пользы от них гораздо больше, чем от синтетических удобрений. Из макро- и микроэлементов в меде содержатся магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь и железо. Каждый из этих элементов влияет на течение физиологических процессов в организме орхидеи, выступая в роли катализатора биохимических реакций. Углеводный состав меда в основном представлен фруктозой и глюкозой, а вот из белковых соединений мед содержит ферменты и очень биологически активные соединения, влияющие прежде всего на иммунитет орхидеи. Какой мед использовать лучше всего? В прошлом видео я говорила, что лучше всего использовать жидкий мед. Жидкий мед чаще всего означает молодой мед. Молодой мед – это очень ценный, сложнейший и чрезвычайно активный биологический природный продукт. Он состоит в основном из глюкозы и фруктозы. Также в нем есть множество микро- и макроэлементов и целый комплекс витаминов, всего более 400 компонентов. Кроме всего прочего, следует отметить, что мед является одним из наиболее часто фальсифицируемых пищевых продуктов, так как он в 5, а то и 10 раз дороже сахара и других подсластителей. Где взять качественный мед в современном мире – вопрос, конечно, интересный. Даже у знакомых пасечников иногда можно приобрести мед,
не совсем натуральный. Это когда пчел подкармливают сахаром. Всеми этими тонкостями делились зрители в комментариях под предыдущим видео. Зрители-знатоки, зрители, у которых у самих есть медовые улики. А вот этот комментарий меня чрезвычайно растрогал и удивил. Как прекрасен мир добрыми людьми! Наталья Нерсисян пишет: «Девочки, у меня девочки все, несмотря на возраст, могу поделиться с комсомольчанами хорошим жидким медом. Бесплатно, конечно, но в небольших количествах, чисто для того, чтобы покормить орхидейки». Итак, друзья, жидкий, молодой, не засахарившийся мед. 1 чайная ложка на 1 литр кипяченой, талой или дождевой воды. В моем случае это половина чайной ложки меда на 500 мл воды. Объем моего пульверизатора пол-литра. Обработка чудо-эликсиром производится только по листу и по цветоносам фаленопсиса. В субстрат этот эликсир попадать не должен. Вы видите, что эликсир попадает на внесубстратные корни моего фаленопсиса, и в этом ничего страшного нет, но в субстрат мы не добавляем, то есть не делаем полив, пролив, микрополив, нет, друзья, только по листовым пластинам, только по цветоносам для активации меристемных почек. Если попадает на воздушные корни, я повторю, никакого страха и никакого риска нет. Просили показать пульверизатор. Из чего я орошаю свои орхидеи? Вот, друзья, самый обыкновенный простой пульверизатор. На конце у него есть распределительная форсунка, которая позволяет менять дисперсность воды от крупных капель и даже от сплошной струи до очень мелкой дисперсии воды. Такие пульверизаторы просто находка для новичков, которые боятся навредить орхидее, боятся залить ей точку роста, боятся попасть в пазухи листьев. Так вот, друзья, такая мелкая дисперсия воды никак не навредит вашей орхидее, а такое орошение пойдет ей только на пользу. Можно ли получить шедевральное цветение только за счет опрыскивания чудо-эликсиром? Конечно, нет, друзья. Почему? Да потому что ни одно чудо-средство, ни одна волшебная таблетка и никакой стимулятор, активатор, энерген или удобрение не будет работать в ваших условиях, если вашей орхидее будет темно и если она не будет получать должного количества воды. Позавчера вышло видео на канале о применении сока алоэ вера в 3 разных странах мира, в разных сторонах света, и под видео более 400 комментариев. В комментариях единичные зрители пишут, что в их условиях алоэ не работает. И я начинаю вдаваться в подробности и спрашивать: а какие светильники, а сколько естественного света получает орхидея? И выясняется, что светильников нет вовсе. Я не устану вам повторять, что первичны условия и первичен уход. Все остальное для орхидеи вторично. Если вы до сих пор не смогли создать своим орхидеям должные условия и обеспечить правильный уход, пройдите в плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Там более 50 видео фундаментальных, грандиозных, которые объяснят вам все. Не поленитесь, найдите время, изучите фундаментальные видео, а все остальные волшебные средства, волшебные чудо-эликсиры – это лишь дополнение, лишь надстройка над фундаментом. Они позволяют добиться больших результатов,
Вот, например, у моей Джулии было 5 цветоносов, а теперь их 13. Да-да, друзья, вы не ослышались, у Джулии появился 13-й цветонос, а 12 уже раскрылись. И в будущих видео я обязательно вам покажу это невероятное чудо. Ну а пока мы продолжаем говорить о фаленопсисе New Stripes. Как сделать так, чтобы раскрылись все 24 бутона, чтобы ни один из них не засох? Прежде всего, друзья, это, конечно же, достаточное количество естественного света и искусственная досветка до 12, а то и 14 часов в сутки. Десятки раз я говорила вам, что мои орхидеи активируют свои цветоносы на юго-восточной стороне моей квартиры. Солнце там с самого утра, то есть с восхода солнца и до 13-14 часов. Много естественного и яркого солнечного света. В остальные часы в зимний период в основном работает досветка. Общий световой день для моих фаленопсисов в период активации цветоносов составляет 12, 14, а иногда и 16 часов в сутки. От чего это зависит? Как все вы знаете, друзья, в моей коллекции есть 4 ванды. Это тоже моноподиальные орхидеи, такие же, как фаленопсисы, но солнечного света им нужно гораздо больше. И поэтому, когда у меня ванды активируют или растят цветоносы, световой день у них дольше. А вместе с вандами, конечно же, стоят и фаленопсисы. И вот они как раз-таки и оказываются в вынужденном положении досвечиваться столько же, сколько и ванды. Еще раз уточню, если естественного света нет совсем, тогда интенсивность или мощность светильников нужно увеличить так же, как и продолжительность светового дня. То есть вместо 12 часов во время роста цветоноса и бутонизации нужно сделать 14, а то и 16-часовой световой день. Почему? Да потому что, когда орхидея растит бутоны, ей нужно больше строительного материала, больше того, что она использует для процесса фотосинтеза. Для орхидеи это, конечно же, углекислый газ и вода, но все это фиксируется и усваивается в организме орхидеи только при наличии света, большого количества естественного или же искусственного света. Во время бутонизации, во время отращивания, выращивания бутонов, раскрытия цветов и увеличения размера цветка мои орхидеи поливаются полным замачиванием. Буквально по нижние листья я ставлю горшок с орхидеей в большую емкость с водой. Взрослая орхидея в полной активности, то есть когда у нее растут корни, растут листья, растут или раскрываются цветоносы, может стоять в воде несколько часов, пока все корни, в том числе и внесубстратные, не расправятся, не станут гладкими и красивыми. Ну и, конечно же, ежедневное орошение чудо-эликсиром. Как часто, спрашиваете вы, можно орошать орхидеи медовой водой? К нашей всеобщей радости у этого средства нет ограничений, противопоказаний, поэтому использовать его можно бесконечно много. Каждый день, утром и вечером, через день, чередуя с обычной кипяченой водой, талой, дождевой, в любых комбинациях это средство можно использовать постоянно. Если вдруг качество вашего меда оставляет желать лучшего, можно чередовать медовую воду и обычную воду. Если на ваших листовых пластинах фаленопсиса остаются какие-либо разводы или очень сильно липкие капли, сделайте концентрацию меда чуть меньше. То есть разводите четверть чайной ложки меда на 1 пульверизатор 500 мл. Это поможет поддержать ваше растение в сложный для него период. Как известно, процесс выгонки цветоносов, формирования бутонов, их раскрытия и увеличения размера цветка – самый сложный период для фаленопсиса. Когда растение становится в полном распуске,
все, для него сложные времена заканчиваются, и нам остается только помочь ему поддерживать раскрывшиеся цветы в прекрасном состоянии. Почему орхидея скидывает бутоны? Почему не раскрываются бутоны? Почему бутоны засыхают? На этот вопрос отвечал, пожалуй, каждый автор канала. Друзья, я могу вам назвать с десяток причин. Есть такие, о которых вообще никто не знает. Расскажу ли я вам когда-то об этом? Наверное, если сделаю отдельное видео на эту тему. Одно вам могу сказать уже сейчас. Большинство причин, которые чаще всего озвучиваются, надуманы. Не сбрасывают орхидеи цветы из-за проветривания помещения, из-за сквозняка или ветерка, и не делают это из-за низких температур. Все вы знаете, что перед Новым годом мои орхидеи с бутонами были при температуре плюс 9, плюс 11 градусов 40 часов. Ни один бутон не пострадал, ни одна орхидея не отсушила ни один бутон. А бутонов, поверьте, в моих условиях было очень много. Знаете, о чем еще забыла сказать касательно чудо-эликсира? В комментариях у меня спрашивали, можно ли чудо-эликсиром орошать другие растения. Да, друзья, можно. Именно с других растений давным-давно, более 10, а то и 15 лет назад, начался этот эксперимент. Я орошала медовой водой все свои декоративно-лиственные растения. И да, друзья, на листьях оставались порой те самые сладко-липкие капли, однако при опрыскивании обычной водой в последующем они исчезали. И вот, друзья, мы приблизились к апофеозу сегодняшнего видео. Посмотрите, пожалуйста, цветение фаленопсиса New Stripes или новые полосы на сегодняшний день. Сегодня 28 января 2022 года. Посмотрите на эту невероятную шапку ярких цветов, необыкновенной красоты фаленопсис, а в таком цветении, когда на одном растении 24 цветка, это цветение просто невообразимо. Размер этого букета больше, чем соцветие ванды на 12 цветов. Тяжело ли поддерживать такое цветение во всей красе, когда на нескольких десятков твоих фаленопсисов 10, 20, 30, 40, а то и 66 цветов? Друзья, отгадайте, на каком фаленопсисе у меня сейчас раскрывается 66 бутонов, а это значит, что будет 66 цветов. Напишите название сорта в комментариях. Я знаю ответ, а вы? Сможете угадать? Да, друзья, поддерживать такое цветение в полной красе непросто. Немногие знают о всех сложностях, когда такой цветонос высотой в метр очень сложно перемещать и обслуживать. Поливать такое растение – настоящая мука, ведь приходится поливать его полным погружением, чтобы все корни напитались. А еще в комментариях у меня спросили, можно ли орошать чудо-эликсиром орхидеи во время цветения. И тогда я ответила, что особого смысла в этом не вижу. И что хочу сказать, друзья. Я попробовала. Вот именно этот фаленопсис и именно во время полного распуска я орошала медовой водой. И ему очень это понравилось. Если так можно сказать, то тургор самих цветов, самих лепестков стал необыкновенно сильным. Цветы так воспряли духом, они буквально стоят торчком, если так можно сказать. И, наверное, меня поймет далеко не каждый, у кого не было таких многоцветковых цветений, когда количество цветов превышает 20-30 штук, могу сказать, что эта проблема в таком случае чрезвычайно актуальна. И когда все 24 цветка вот так бодро смотрят на тебя, это невероятное чудо. И вот на этом волшебно, невероятно чудесном цветении я буду завершать свой сегодняшний рассказ.
Напоминаю вам, что 20 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.